вами интересный фикус. Помните, в прошлом видео был вот этот классный слоник. Он нас позабавил тем, что он извергает из своего хобота бантики. А самое главное, что благодаря вентилятору большому, который встроен в него, вот этот хобот превращается в аэротрубу гигантскую. И сегодня мы хотим сделать в десятки раз больше, более масштабную такую же штукенцию. Это будет крутой эксперимент, потому что мы хотим, чтобы эта труба из пленки была примерно как пятиэтажный дом. И пока мы будем делать, подписывайся на канал, нажав кнопочку внизу. А перед началом видео хочу порекомендовать вам шикарное приложение Amino. В нем есть отличное сообщество DIY своими руками, в котором вы сможете найти кучу интересных идей, поучаствовать в вопросах или викторинах, а также обсудить, например, это видео в обычном или голосовом чатах. Amino совершенно бесплатное и без рекламы, а скачать его можно по ссылкам в описании. Кто по какой-то нелепой случайности не смотрел наши предыдущие видео, сейчас мы расскажем, по какому принципу работает этот слоник. Итак, есть непосредственно сам слоник, его тушка, в которой есть вентилятор. И у него есть хобот, который снимается. Вот. А внутри те самые бантики, о которых я говорил. И вентилятор, вот. видите? И у него специально вот здесь на попе есть кнопочка. И когда эта кнопочка нажимается, он начинает дуть. Сейчас полетят бантики. И мы хотим по этому же принципу сделать огромную такую аэротрубу из клеенки. Фикус, ты где? Ты что, тут? Что ты так делаешь? Я решил вздремнуть немножко. Тут так уютно. Короче, взял по 12 метров, взял чуть потолще и потоньше. 12 метров, я считаю, что это высота немалая. Мне что-то кажется, что чуть-чуть маловат. Вот эти, наверное, все три, наверное, надо брать и совмещать в одну. Инспектор против плодожорки. На бетономешалке тоже такая штука есть. Эта штука, что делает сладкую вату. Нет. Это, ребят, очень мощные вентиляторы. Она намного мощнее, чем в нашем слонике, минимум раз 20-30. На всякий случай я взял 2 штуки. Сейчас мы проверим мощность с помощью пакета, порвет оно его или нет. Ты же руками держать будешь? Ого! Сейчас как бахнет и будет да не больно! бахнет! I don't need a hit to believe that I'm living. You can lock me up if my tongue keeps slipping. Ого! Да она на полдвора. I'm digging, and you can be my fame. Don't need a fast car to. Этому городу нужен новый You суперчеловек. can light it up, girl. I ain't the guy judging, and baby, that's all. Ну что, включаем? Барабанная дробь. Давай. Офигеть, вот это мощь! Это туннель! Ух ты! I will not bow down. Это теплица для фикуса. Вот это здесь круто! Это очень крутой туннель. Мне тут нравится. This time around, I'm taking my time. Да ладно! Не может быть! I'm not coming down. I'm not giving up. Oh, don't rush. Смотри! I made Ну! up my mind, going straight to the top. Мы сделали вот такую вот подобие швабры для того, чтобы подкидывать нашу аэротрубу, когда она повыше, куда уже руки не дотягивают. Капец, она высокая. Двухэтажная швабра. А я прикрепил клеенку хомутами к нашим вентиляторам. И теперь поток воздуха вообще нигде не будет выходить. Один, второй, третий, четвертый. Они же вечером там летают, кушают все дела, а днем они прячутся в листьях, чтобы их птицы не съели. А что это такое у тебя? Пытаюсь убить хмель. Зачем? Потому что он обрастает деревья. Типа это, короче, сорняк, да? Сорняк, зараза и паразит. Итак, мы не сдаемся и поняли, что у нас проблема одна. Вот, у нас нет хорошего основания внизу. Из USB вырежем такой круг, вот, который будет точно такого же размера. И потом на этот круг прикрутим вот эти 2 наших вентилятора. Нужен циркуль. А если циркуля нет, то есть еще один, так сказать, лайфхак. И у нас получается красивый ровный круг. Новая защита от комаров.
Что ты тут делаешь? Сегодня очень важный день, потому что после всех мелких испытаний сегодня будет самое главное финальное испытание. Сегодня мы будем делать самую большую, самую гигантскую, самую масштабную аэротрубу. И сегодня мы решили модернизировать нашу основу, на которую мы натягиваем пленку. И для того, чтобы наша пленка не рвалась на краях, мы решили изолировать эти острые углы с помощью вот такой вот трубы. У нас получилось колесо 18 века. На данном этапе мы натягиваем пленку на наш круг и внизу фиксируем его скотчем, сужая его внизу. Тем самым мы не даем ему выскочить из этого круга из USB, который мы выбили. А на этом этапе мы делаем отверстие для забора воздуха. Вот эти вентиляторы, которые надувают наш вот этот колпак большой, они забирают воздух из этого вот отверстия, вот этот кружочек. Поэтому нам нужно в боках нашей пленки сделать отверстие по размеру и зафиксировать края вот такой вот штукой. Это хомут называется вроде бы. Так, швабра, помогай-ка, готово. Поехали. Получилось! У нас вышло! Очень большой. Реально здоровый. Весь район видит. Ну что, тебе не жарко? Тебе не жарко? А человек не выдувает. К сожалению, из-за незнаний физики у нас не получилось сделать фонтанирующую аэротрубу. Вот, и шарики все падают вниз. Но если вы знаете, почему так происходит, напишите об этом в комментариях. Мы вспомнили, что у нас где-то в подвале есть наша огромнейшая подушка. Может, вы помните, мы Уже снимали не в подвале. надувную плавающую подушку, которая называется Flexi-Tank. Можете загуглить. На ней уже есть кнопка ютуба. И мы, короче, подумали и решили ее накачать. И у нас получится сейчас такой забавный большой батут. Серега придумал такой переходник из разрезанных баклажек, которые мы взяли из нашей яхты, из баклажек. Вот, и добавили ПВХ-трубу. Таким образом, мы сделали насос. Да, вон видите, он какой тут выход. И сейчас я его уже доделаю. И будем пробовать накачивать. И что он сработает. Наш гигантский монстр насыпается. Мы уверены, что многие из вас не видели видео с подушкой. И будет интересно посмотреть, насколько она гигантская. Народ, это челлендж. Кто покорит подушку и сможет на нее залезть. Аккуратно, потом. Ты застрял? Да. Сейчас будет смертельный номер. Саша сидит на одном краю, а на другой краю сейчас будет прыгать Андрюха. И посмотрим, насколько высоко улетит Саша. А сейчас, ребята, мы хотим наполнить нашу аэротрубу светом и посмотреть, как оно будет выглядеть. У нас все-таки получилась гигантская аэротруба. Но не совсем вышло сделать так, чтобы она фонтанировала. Да, но этот эксперимент натолкнул на очень крутую мысль. Сделать аэротуннель. Гигантский аэротуннель у нас во дворе. Если мы соберем очень много лайков под этим видео, то обязательно в следующем ролике сделаем этот гигантский туннель. Так что ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Жмите колокольчик, чтобы знать о новых видео. Спасибо, что с нами. Всем пока. Пока.